Tech House. Привет! Команда Tech House идет в гости к блогеру, маме двух сыновей, создательнице детской интерьерной студии Лавка Фокси Алисе Тют. В своем инстаграм-профиле Алиса вдохновляет подписчиков дизайном комнат и показывает свою уютную квартиру. Уже не терпится познакомиться с хозяйкой. Скорее идем! Tech House. Алиса, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о своей квартире, какая площадь, где мы находимся. Наша квартира находится в доме дореволюционном. По легенде, здесь когда-то была солдатская казарма. В нашей квартире 70 квадратов, и мы сделали здесь ремонт вообще полностью. Мы ломали все стены, разбирали потолок, разбирали пол, сделали дыру к соседям, потом ремонтировали потолок им. В общем, мы все полностью перекраивали. У нас несущая только есть пара стен, которые мы оставляли. А остальное все вообще было разрушено и сделано заново. Расскажите, как давно вы здесь живете? Мы живем здесь уже около 6 лет. Угу. Какой стиль интерьера? Как вы его описали? Но у нас больше такое скандинавское направление, но с нотками балийскими. И, в общем, есть разные просто предметы декора, интерьера, картины, которые создают такой смешанный стиль. Поэтому как-то охарактеризовать чем-то одним я не могу. Но примерно скандинавский стиль у нас. Угу. Какие мысли у вас были, когда вы только приезжали в квартиру? Вы уже знали, каким хотите видеть интерьер? Да, изначально вообще мы сделали всю квартиру в таких серо-белых тонах. И у нас только спальня была бежевая. Но со временем, после того, как мы пожили в Питере, потому что мы из Сибири, нам было очень темно в этих серых стенах. Поэтому мы решили перекрасить стены и со временем практически изменили весь дизайн в квартире. Теперь у нас такой бежевая гостиная, светлая детская. Единственное, только серые стены остались в коридоре. Угу. А чем вы вдохновлялись? Да, на самом деле, просто интуитивно все всегда делала, и как мне нравилось. Хотелось каких-то приятных тонов, в которых будет комфортно жить, но я очень люблю яркие детали, яркие краски, поэтому у меня много каких-то акцентных картин или предметов интерьера, которые как раз дают эти яркие пятна. Расскажите немножко о себе. Вы занимались раньше дизайном интерьера? Я не занималась дизайном интерьера, но я очень эту тему изучала основательно, так скажем. Поэтому, в принципе, у меня есть какие-то такие познания, так скажем, на базовом уровне. Но я наблюдаю за зарубежными дизайнами. У меня есть там несколько подписок в Инстаграме интерьеров, которые мне нравятся. И, конечно, я черпаю идеи у каких-то там дизайнеров зарубежных. Но в основном все равно чисто интуитивно все делаю дома. А чем вам понравилось пространство? Было ли такое, что вы пришли и сказали: все, я хочу тут жить, будем делать ремонт, ничего не страшно, только вперед? Но на самом деле, когда мы переехали в Питер, мы искали квартиру вообще совершенно другую. Мы хотели сделать большую гостиную, совмещенную с кухней. Но у нас было несколько вариантов квартир, где тоже можно было сломать все и сделать все, что угодно. Но так получилось, что у нас в самый последний момент предложили этот вариант. И этот вариант был значительно, во-первых, дешевле, чем другие. И нам очень сильно понравился район, рядом с нами парк, у нас живут через дорогу родители. Очень удобное местоположение, и, конечно, нам это очень сильно в первую очередь приглянулось. И такой старинный дом с историей. У нас очень такой тихий дворик, где нет ветра, что очень удивительно, учитывая, что мы живем на острове.
Какой метраж у квартиры? 70 квадратов. Вы ее не расширяли? Когда вы приехали, она уже была в таком формате? Ну, мы на самом деле очень хотели купить у соседей вот комнату вот здесь, которая стенкой, чтобы нам совместить все-таки кухню с гостиной, потому что у нас кухня получилась таким отдельным аппендиксом, она очень маленькая, и но вот как-то не получилось у нас, они не захотели. Вот, поэтому, да, вот квартира такая, какая она есть, то, что вот мы сломали все стены, сделали перепланировку, мы сделали ее более открытой, потому что вот этой комнаты, по сути, не было. Здесь была череда коридоров, и были две огромные комнаты вот с этой стороны. А мы сделали вот такую гостиную, которая у нас получилась 4-й комнатой в квартире. Она получилась проходная, без окон, и из нее выходят проемы во все комнаты. Вот. И, в принципе, это очень удобно, мы нисколько не жалеем. Лиса, проведете экскурсию по своей квартире? Конечно. Пойдемте. Пойдемте. Алиса, мы находимся в спальне. Расскажите, пожалуйста, про интерьер, про предметы. Но у меня в спальне главный акцент – это, конечно, тиковая консоль. У меня также есть зеркало с тиком. И сама спальня выполнена в таких бежевых тонах, потому что она небольшая по размеру, и нам хотелось какой-то лаконичности, простоты. И добавлено очень много таких деталей, акцентов. Мне нравится совмещать разные металлы. И здесь есть желтый металл, серебряный, черненый. Вот. И также есть вот такие вот акцентные предметы, как светильник. Эту деревяшку я нашла на Финском заливе, сделала его сама. У меня есть вот такие вот фигурки серебряные. И старинный бинокль, который мне подарил дедушка, вот, винтажный. У вас как-то очень сбалансировано все. Вроде и много деталей, но это не смотрится перегружено. У вас чувство меры хорошо выработали. Вы как-то тоже разрабатываете, придумываете, куда поставить. Ну, да, я как бы пользуюсь таким главным правилом, что акцентов должно быть не больше там 10%, так скажем, от общей картинки интерьерной. Вот, и стараюсь не нагружать там лишними фигурками и чем-то еще. То есть делать по минимуму. Конечно, мне хотелось бы там кучу еще вещей добавить, которых я люблю, но периодически я просто их меняю. Одни убираю, другие ставлю. Вот. Расскажите про эту картину. Эту картину я рисовала вообще серию картин в нашей студии апартаменты, которую мы сейчас готовим. Но пока решила ее повесить в нашу спальню, потому что она очень хорошо вписалась. Это такой минималистичный скетч. Картинку просто нашла в интернете, и мне вот захотелось повторить, немножко ее там доработала. Вот. Вы часто рисуете? Но на самом деле не так часто, как хотелось бы, но в последнее время я стала больше уделять этому внимание, потому что раньше я много рисовала, а вот последние несколько лет занималась другими совсем немножечко творческими процессами, вот. Но сейчас стала все чаще рисовать. А вы сами сказали, что в интерьере очень много дерева, натуральных материалов. Насколько это важно для вас? Для нас с мужем это очень важно. Мы не любим какие-то вылизанные предметы, неживые, так скажем, в интерьере. И нам очень нравится вот такое вот деревянное, живое. И то, что оно выглядит не идеально, но рельефно, его приятно трогать, прикасаться. И вот именно тик, это дерево очень долго хранится, я уже об этом говорила. И, конечно, мы преследуем такую цель, что хотели бы, чтобы все эти предметы интерьера достались нашим детям вот, по наследству, потому что имели какую-то ценность, да, как семейная реликвия передавалась. Вот. Для нас это очень, конечно, важно. И нам очень нравится вообще сам вид, цвет, фактура, все. Есть ли какая-то особая энергетика от этих предметов? Ну да, безусловно. Дерево вообще само по себе несет энергию.
вообще любые живые, так скажем, предметы. Вот, поэтому, конечно, приятно просто находиться в такой атмосфере, в таких интерьерах, когда много живого дерева, растений. Мне очень нравится. Тик Хаус. Скажите, ремонт этой квартиры ваш первый опыт или до этого уже были такие масштабные проекты? У нас уже были, да, масштабные проекты. Когда мы раньше жили в Сибири, у нас там была огромная квартира. Она была 200 с лишним квадратов, и мы ее делили на две. И делали там глобальный тоже ремонт, переделку. Вот. Тогда это был, наверное, самый такой крупный мой опыт ремонта. И в той квартире было вообще все возможные дизайнерские решения. Кирпичная стена, другая стена с панелями там рифлеными. Сейчас я уже вот после того ремонта как-то более, в таком направлении лаконичном смотрю, и мне больше нравятся простые формы, простые стены, без минимум вообще рисунков, то есть что-то светлое. Я поняла, там, какие мы ошибки допускали в прошлых ремонтах, и мы не делали их уже в будущем. Вот. А расскажите немножко о себе, чем вы занимаетесь? Я знаю, что вы творческий человек. Да, вообще я по образованию специалист по рекламе и очень много лет работала в маркетинге. Еще я работала когда-то пиарщиком в глянцевом журнале. Потом ушла в угольную компанию, там долгое время работала, и однажды просто поняла, что мне неинтересно каждый день ходить в офис, несмотря на то, что это, конечно, безумно интересная работа, очень много знакомств и организация, планирование, в общем, это все было круто, но мне хотелось вот именно творчества. И я начала рисовать. У меня папа мой художник, вот все картины в доме нарисованы им. И мне тоже захотелось рисовать. Я нигде никогда не училась этому специально. И у меня у подруги был день рождения, я решила попробовать нарисовать ей портрет. В общем, у меня получилось, было круто. И у меня начали заказывать портреты знакомые. Я рисовала в таком что-то типа поп-арт стиле. В общем, я стала нормально на этом зарабатывать. У меня было очень много заказов не только вообще в городе, а вообще по всему миру. И где-то лет 5, наверное, вот я отдалась художеству, работала художником, можно сказать. Потом у меня родился первый ребенок, и мы решили переехать в Питер, причем это было очень так спонтанно. И когда мы переехали в Питер, меня заинтересовали детские интерьеры. Мне хотелось в моем будущем доме, вот в моей будущей квартире, сделать какие-то красивый скандинавский дизайн. И вот на этой теме я начала изучать декор, игрушки, какие-то предметы мебели, которые в России тогда не продавались. И у меня возникла идея, почему бы не открыть магазин вообще и продавать эти вещи, найти мастеров, которые могли бы по моим каким-то проектам, эскизам или, в общем, общим идеям делать какие-то классные предметы в скандинавском стиле. Вот. И так и родился мой проект Лавка Фокси, магазин Лавка Фокси. Мы делали игрушки, мы делали разные предметы декора. Я тогда проектировала, делала светильники сама. И, в общем, этот магазин существует до сих пор. Это как мой второстепенный бизнес, но он сейчас больше у меня как хобби. Угу. Вот. Алиса, а в детской есть что-то от Лавка Фокси? Да, я потом покажу. Есть игрушки и декор, которые из моего магазина. Но повторюсь, что мой магазин сейчас для меня это больше хобби, потому что я полностью ушла в блог. Это моя основная сейчас работа. И я ему посвящаю, конечно, все свое практически свободное время. И на магазин у меня уже не так много тоже возможностей вливать что-то новое, поэтому он существует просто как мое хобби. Угу. Вот.
Алиса, мы находимся в детской. Это спальня 2 мальчиков. Расскажите немножко про увлечения детей и как они повлияли на дизайнерское решение, на планировку спальни. Ну, в первую очередь, конечно, повлияла их страсть к собиранию конструктора. Вот, у меня старший помешан на лего, младший подрастает, он тоже уже вовсю собирает. И первое, что, конечно, было важно сделать, это большую рабочую зону с выдвигающимися ящиками, полными лего. В общем, чтобы у детей было место все это конструировать. Потому что, когда родился младший ребенок, было опасно, чтобы старший играл на полу. И вот у него была отдельная зона, он, собственно, здесь играл, собирал свой конструктор. И это очень удобно. Поэтому у нас такое вот зонирование. Здесь рабочая зона, там спальная зона, а в середине это место для игр. Собственно, тут младший ребенок и играет. А я знаю, что у Семена и Вани разница в возрасте 5 лет, Да. если я не ошибаюсь. Как вы делили пространство? Но изначально, когда Сема родился, первый год он жил с нами в спальне, там был оборудован такой уголочек, так скажем, детская зона, там была кроватка, висели полки, соты, а здесь была полностью комната Вани. Сейчас у Вани, собственно, вот его пространство только здесь, остальное все пространство Семена. А расскажите, где спят ребята? Пока что у нас здесь спит только старший ребенок, младший спит с нами, но мы уже ищем, хотим поставить 2-ярусную кровать, вот, и маленького уже тоже в эту комнату перевозить, так скажем, окончательно. А у мальчиков нет конфликтов? Нет, они очень вообще безумно любят друг друга, у них полная идиллия, братская любовь, и все в этом плане хорошо. Расскажите про детали, откуда вы брали идеи? Ну, все банально, идеи детской практически все с Pinterest и вот именно скандинавских каких-то интерьерных блогов. Вот. Главная деталь на стене – это обои горы. Вот. Сначала мы хотели, конечно, нарисовать, но решили, что лучше пускай это будет обои, потому что их можно, если что, поменять в любой момент. Остальные все стены белые в детской, есть вот такие вот акценты, опять же, деревянные, голова интерьерная мамонта. Здесь вот есть такой постер, этот постер тоже я рисовала. Ваня, это мой старший сын, очень любил сов и мамонтов. Вот. Игрушки и вот такие вот полки, это все в моей лавке Фоксе. Все игрушки отсюда? Ну, практически да. Вот тут у нас есть некоторые ретро-машинки, которые мы покупали. Вот, а деревянные все игрушки есть в лавке, из моей. Вот такой вот у нас есть коврик, накидка, в которой дети часто в него играют. Так, вот здесь вот стоит светильник. Этот светильник я делала сама. И здесь еще есть вот такой старинный комод 60-х годов. Я его реставрировала сама и раскрашивала. Вот, он отлично вписался в детство, там тоже хранятся игрушки Семена в основном. И есть еще у нас такие вот красивые куколки текстильные, тоже декоративные. И вот такой домик, я его делала, это вообще была моя, так скажем, одна из первых работ, когда я открыла магазин. Но я его делала просто для сына, у меня их в магазине не было представлено, он хотел просто какой-то домик и играл там со своими лего. Вот. И вот этот домик я ему сделала. Вы учитывали пожелания старшего сына? На самом деле, если бы я учитывала пожелания старшего сына, у меня бы так по периметру был бы щенячий патруль или какой-нибудь там грузовичок Лёва. Учитывая, что каждый год у них герои меняются, было бы, конечно, все совсем плачевно. У нас был договор с детьми такой, то, что мы можем любые постеры, какие они хотят, картины использовать, но сам интерьер будет лаконичный, потому что в детской и так очень много ярких деталей, игрушек, и вот они являются теми самыми акцентами, поэтому лучше делать такой просторный интерьер, в котором они могут фантазировать, что-то придумывать, делать сами и дополнять игрушками, вот, собственно, теми акцентами. А почему вы выбрали светлые цвета? Ну, мы хотели расширить, конечно, пространство, чтобы было максимально светло в детской, чтобы отражался свет, которого в зимнее время очень мало в Петербурге. Поэтому, ну, белый цвет, он значительно увеличил комнату, хотя она, в принципе, такая достаточно просторная.
Ну и просто в ней приятно находиться. Это правда. А что сами дети говорят про интерьер? Есть ли какие-то отзывы? Но им все нравится. Вот у нас сначала, изначально эта комната была такая монохромная, она была черно-серо-белая. Было очень много черных, серых предметов интерьера. Ване тоже очень сильно нравилось. И каждый раз, когда мы что-то делаем, я всегда с ним советуюсь. Вот я ему говорю, вот мы хотим там сделать вот эти обои горы. Мы там с ним выбираем, добавим самолет, добавим там птичек. Все окей. Вот. Поэтому, да, в любом случае, как-то какие-то детали мы обсуждаем. Потому что все равно здесь детям жить. И, дети вообще поддерживают меня в этих всех начинаниях, переделках. Им очень нравится самим там водить кисточками, делать вид, что они красят. И уже, можно сказать, разбираются и понимают, и они могут сказать, там, мам, мне вот это не нравится в интерьере, убери это, а это нам оставь. И Сёма тоже говорит. Но Семену, ему просто он говорит, красота, и все. Тебе нравится, и все. Пока больше ничего. Здорово, у вас гармония. У меня тут есть еще несколько таких деталей, дорогих, так скажем, для меня. Вот, когда у меня родился Семен, мы сделали вот такие вот, это Ванина и Семина рука. Предметы декора, интерьера, да, которые несут какую-то такую вот историю. Вот. И мы сделали отпечатки ножек Семиных, маленьких, крошечных. Он родился в год собачки. Я еще сделала им вот такую вот маску из теста. Собачку. Вот, она полностью сделана из теста и покрыта акриловой красочкой. Ну и, конечно, как вы видите, у меня тоже много деревянных игрушек в детской. Сейчас, конечно, они используются просто как для красоты, но в свое время, когда Семен был еще совсем малышом, он в них играл постоянно. Тик-хаус. Алиса, спасибо, что провели экскурсию по квартире. Нам было очень тепло, уютно и интересно. Надеюсь, нашим зрителям было также интересно. Надеюсь, что вы вдохновились интерьером и подчеркнете для себя какие-то идеи. Спасибо вам большое. Приходите еще. Обязательно. Пока. Тик-хаус.